Привет, друзья! Я прилетел в аэропорт главной страны Тунис Карфаген, и в течение нескольких дней мы будем изучать эту страну. Сейчас конец ноября, не так уж и тепло, хотя несколько дней назад было 29 градусов, а сейчас по ощущениям градусов 15. И я арендовал небольшую машину, залог был очень большой, где-то 850 евро. Не знаю почему так много. И отправлюсь, скорее всего, если все будет хорошо, сейчас на самую северную точку африканского континента. Вот так. Давайте изучать и смотреть. Значит, я приехал уже на самую северную точку Африки, Кэп Анджела. На самом деле, после 2014 года самая северная точка была определена немножко севернее отсюда, буквально 1 километр пешком идти по пляжу. Но так как дождь очень сильный и так далее, то я, конечно, туда не пойду с таким ветром. Но вот тут находится маяк, и как раз это подтверждение, что я все-таки здесь побывал. Поэтому, если будет хорошая погода, то, конечно, езжайте сюда и наслаждайтесь нахождением, как достижением самой северной точки Африки. Друзья, я уже заселился в мой потрясающий отель. Значит, это 5 звезд, находится возле города Сус. И вот так выглядит ванная комната, душ, все как положено. И тут, пожалуйста, 2 кровати, подушки, вот арабский такой, значит, стиль, кресло есть, лампа стильная с телевизором и вид, тут плохо видно, конечно, но на что-то там есть, двор и бассейн, скорее всего, какой-то. В этом выпуске мы с вами не будем разбирать пляжи, отели all-inclusive и всю эту стандартную историю. Это самое простое, что можно сделать в Тунисе. Сюда, как ни крути, в первую очередь стоит ехать за многослойной историей. Древний Карфаген, римские амфитеатры, развалины терм, старые Медины. Вот то, ради чего страна по-настоящему раскрывается. Но при этом не стоит забывать, что, как и во многих арабских странах, здесь очень специфический стиль вождения. Люди часто не уважают друг друга на дороге, не пользуются поворотниками, подрезают, могут выехать откуда угодно и когда угодно. Поэтому, если вы берете машину в аренду, нужно быть максимально собранным и осторожным, чтобы не повредить ни себя, ни автомобиль. Друзья, значит, я приехал в город Кайруан, и он окружен, вернее, его Медина окружена вот такими стенами. Они были построены в 7 веке, но большинство их, конечно, было уже перестроено в 18 веке. И в них находится одна из самых больших мечетей в Северной Африке, и мы сейчас к ней будем идти. Я нахожусь сейчас, как вы видите, в мечети. Это одна из самых больших и самых древнейших мечетей в Северной Африке. И она называется мечеть Угба, или большая мечеть города Кайруан. И что интересно, она была построена в 670 году, когда только ислам распространялся в Северной Африке.
И что еще особенное, то что в ее строительстве использовали материалы зданий римских и византийских. И как вы видите, здесь есть множество колонн, которые не совсем характерны для исламской архитектуры. Но так как это был ценный материал, с него решили построить мечеть. Вход доступен для немусульман, но только вот в этот двор. И билет стоит 12 тунисских, кого там? 12 тунисских дирхам, динар. И билет стоит 12 тунисских динар, что соответствует примерно где-то почти 4 евро. И давайте смотреть ближе эту мечеть. Также открыт зал, и можно, кстати, подойти к молитвенному залу, к входу и немножко посмотреть, что происходит внутри, но заходить туда, естественно, нельзя. А вот так выглядит билет на эту достопримечательность, мечеть. 12 динар стоит тунисских, и указано, куда именно. Все официально, даже есть штамп. Можно оставить себе на память вот такой билетик. А тут у нас молитвенный зал, куда мне, к сожалению, нельзя. Кстати, по улочкам тут очень классно гулять, потому что тут множество вот таких кованых дверей, разноцветных узоров всяческих, уютные такие места, брусчатка и довольно много таких старых традиционных мест, которые обязательно нужно увидеть. И, например, посмотрите, какая тут дверь. Там вот арки. А вот мечеть трех дверей, и, соответственно, названию она особенно тем, что тут есть вот таких 3 портала. И она была построена уже в 9 веке религиозным деятелем, а уже в 15 веке позже добавлена вот такая вот, такой вот минарет добавлен. Я нахожусь в городе Эль-Джем, и, как вы видите, здесь находится потрясающий Колизей, амфитеатр, который был построен римлянами в 3 веке нашей эры. И его особенность то, что он потрясающе сохранился. Он немного меньше, чем известный Колизей в Риме, но при этом также входит в список наследия ЮНЕСКО. И сейчас мы его посмотрим немножко. Сюда вход, естественно, платный. Вокруг находится множество сувенирных лавок, ресторанов и всяких мест, где обычный турист может потратить свои денежки. И его на самом деле видно издалека, то есть когда вы подъезжаете к центру города, вы уже можете его определить как доминанту всего города. Так что давайте смотреть. Билет стоит также 12 динар тунисских, и для резидентов это 8, а для детей 2 динара. И также вот так выглядит билетик. Ну и посмотрите, какие здесь размеры. Они, конечно, впечатляют.
примерная загрузка была около 35 тысяч человек. Здесь, кстати, вот расположен план. Уже все выгорело, вся краска. Но на самом деле выглядит это изумительно. Если вы не были в Риме, в Колизее, то вы можете приехать сюда и также побывать почти в таком же Колизее. В античности этот город назывался Тиздрус и жил на своем оливковом золоте, производстве и экспорте масла. Поэтому уже в начале 3 века, примерно в 230-238 годах, здесь решились пойти на столичный проект. Тот самый гигантский амфитеатр на десятки тысяч зрителей, длиной почти 150 метров, шириной больше 120 и с высотой стен около 36 метров, стоящий прямо на ровной площадке без опоры на склон и целиком сложенный из каменных блоков. По масштабу это целый небольшой город, набитый зрителями. Самое эффектное у него спрятано под ареной. Длинные подземные коридоры, боксы и клетки, откуда зверей и гладиаторов через люки и подъемники выбрасывали прямо в центр боя. Потом этот амфитеатр пережил еще несколько ролей. Был крепостью во время восстаний, его разбирали на камень, по стенам били из пушек, а во время Второй мировой войны служил укрытием. Но одна сторона все равно уцелела почти на полную высоту, со ступенями и галереями. И когда смотришь сверху вниз на арену и эти подземные ходы, ощущение такое, будто стоишь на готовой съемочной площадке фильма про поздний Рим. Также можно подняться наверх, на одну из частей, и посмотреть на городской пейзаж и на вот эти встречающие ступени, которые спускаются вниз к самому этому Колизею. Друзья, я приехал уже в город Монастир и также посещаю здесь достопримечательности, и позади меня вот такое оборонительное сооружение Рибат, которое было построено в 796 году, и рядом с ним также находится вот такое исламское кладбище. Тут красивая площадь, пожалуйста, пальмы, все как нужно. И памятник позолоченный, я посмотрю кому, потому что я не имею понятия кому, там все на арабском языке написано. Вот, и сейчас мы будем смотреть этот потрясающий оборонительный комплекс. Кстати, можно добавить, что этот комплекс многократно расширялся, и сейчас он состоит из нескольких корпусов, вокруг которого вот такая вот стена. И также можно подняться вот туда наверх и посмотреть виды сверху. Тут вам будут предлагать экскурсии обязательно и тому подобное. Но если вы готовы платить за экскурсии здесь, то, конечно, идите. Кстати, посмотрите, вот тут часть стены также сооружена с кусков каких-то римских зданий. Тут есть вот надпись, узор, и оно служит основанием для стены. И тут у нас вход во внутренний двор.
билет сюда стоит 8 динар. И печать, подпись, все как нужно, но подписи нет, ладно. И также вам выдают на доступных языках, которые есть, небольшие программки. Вот тут есть на русском языке, к сожалению, на украинском нет пока что. Но я надеюсь, что будет. Друзья, я поднялся наверх. Тут чуть ветрено. Покажу вам вид. Так, друзья, а здесь находится мавзолей первого президента Республики Тунис Хабиба Мургибы, как-то так. И он считается основателем независимости этого государства, и на честь этого ему сооружен вот такой мавзолей. Я в городе Мединин, и это такая транзитная точка по пути в пустыню. Я уже проехал километров 300, еще осталось примерно 200, может чуть меньше. И позади меня такая вот традиционная архитектура, которая называется Ксар. Я немного позже об этом всем расскажу, но выглядит это очень интересно. И на самом деле в этом городе немного достопримечательностей, по сути вот только это и подобное рядом. И что еще можно сказать, что это такой не туристический, обычный тунисский город арабский. То есть тут вы особо ничего такого удивительного не увидите. Поэтому давайте двигаться дальше. А вы, кстати, видели, чтобы головы верблюдов продавались когда-то? Иногда на традиционных мясных рядах можно увидеть подвешенную голову верблюда. Это просто наглядная вывеска. Здесь продают верблюжатину. Показывают свежий забой и что мясо не подменяют. В Тунисе в туристических местах вы скорее всего такого не увидите. Там торговля обычно подстроена под комфорт гостей, а подобные вещи остаются в локальных мясных кварталах, вне туристических маршрутов. Я в городе уже Татуин, это главные ворота в пустыню, в южную часть Туниса и столица одноименной провинции. И дальше нас ожидает уже дорога к Ксарам известным и сама, собственно, пустыня. Ну, тут можно разве что остановиться, чтобы переночевать, если вы едете, например, туром, то тут есть небольшие отели и можно провести ночь, чтобы не ехать с 4-5 утра сюда, потому что это все-таки не близко, если брать берег моря и курортные города типа Сус или Монастир и вот эту береговую линию. Так, друзья, я уже пытаюсь снять 25-й дубль, потому что тут постоянно
проходят люди и бросают камни, потому что просто снимают дети, вернее. И попытаюсь рассказать еще раз. То есть это Аксар, это достаточно популярное место и входит в список наследия ЮНЕСКО. Это здание предназначено было для хранения продуктов, в первую очередь зерна, но также и фиников, масла и тому подобное. Оно закрытого типа, то есть комнаты находятся только внутри, то есть можно зайти изнутри, а снаружи просто вот такая стена оборонительная. И это такой был как колхоз, и все люди складывали материалы именно, вернее не материалы, а продукты свои именно сюда, а жили обычно вокруг. Ну, безусловно, были иксары, где люди и жили внутри, но преимущественно это как такой банк еды, который находился в центре деревни, а вокруг жили люди. И это создавало такую защиту от нападений и ограблений этого сельскохозяйственного банка. Ну и сейчас это просто как достопримечательность. Тут есть вот сувенирные лавки, тут есть можно подняться вот наверх по ступенькам этим, но нужно быть осторожным. И таких достаточно много тут в пустыне подобных ксаров. Ну, они тянутся примерно от Марокко и заканчиваются в западной части Ливии. То есть вот такая полоса, где это было довольно популярно. И по дороге сюда вы можете обнаружить множество таких, ну не таких больших, конечно, но всяческих развалин и тому подобное, где можно поснимать и никого не будет. Тут у нас бомжарня. Уже вот такие балконы, видите? Дерево и глина. Кстати, тут есть ступеньки, можно подняться, но нужно быть очень осторожным, потому что тут высоко и видите, как внутри. То есть тут так высоко и видны вот эти камеры. Посмотрите. Друзья, значит, это уже в 12 километров от предыдущего места Новый Ксар, это Захра, и тут вообще нет никаких туристических лавочек и так далее. Он более скромно выглядит, но тоже потрясающе. И если вы хотите уединиться и не быть среди туристов, хотя я их там не видел, но они, наверное, приезжают автобусами, то можно поехать еще в это место. Кстати, можно еще отметить то, что в предыдущем месте частично снимались эпизоды «Звездных войн». Поэтому фанатам этого фильма, конечно же, обязательно нужно посетить эти места. Тут у нас, значит, мечеть. Находится она в городе Шанини. И
Вас будут просить при входе заплатить деньги за вход, пожертвования. Тут находятся вот такие флаги, мечеть очень старая. И можно зайти сюда не мусульманам. Также тут вот расположены такие надписи. И мечеть похожа на такой дом. А тут вот какая-то кухня. Я не знаю, что это такое. Ну и мечеть вот так выглядит снаружи. И посреди вот такие каньоны. Ничего нет. Немного ниже находится старый город и новый город. И даже есть какие-то кафе, рестораны. Тут, кстати, находится вот такое кладбище небольшое с могилами. А тут, собственно говоря, старый город, и вы видите, что здания вот такие расположены на платформах таких, в общем-то, на ступенях, и люди тут до сих пор живут в таких маленьких домиках каменных. Так, друзья, пока я вот тут на заправке, я вам расскажу о ценах на бензин. Он стоит примерно, если в евро считать, то это 80 центов за 95-й. И это, конечно же, достаточно дешево по сравнению с европейскими ценами, и можно очень много ездить. И еще хотел сказать, что если вы планируете ехать, например, в пустыню, в отдаленные районы, то нужно позаботиться о том, чтобы заправиться заранее, потому что заправок там не так уж и много. И я там ехал сотни километров и не встречал ни одной заправки. Вот, поэтому нужно думать заранее. Я в городе Избейтла, и здесь находится огромный археологический комплекс, который сохранился просто потрясающе. И если вы захотите сюда приехать своим ходом на машине, то офис, который продает билеты, находится напротив парка, то есть с другой стороны дороги. И билет стоит 8 динар для иностранцев. Давайте смотреть, что там есть, и я вам расскажу поподробнее об этом потрясающем месте. Кстати, этот город находится в центральном Тунисе, то есть сюда ехать от берега, от Суса, например, почти 3 часа с такими дорогами. И что еще нужно знать, тут находится военная база и очень много военных, поэтому это не должно вас пугать или удивлять. А так, в принципе, здесь безопасно довольно. И обычно сюда приезжают группы туристов на автобусах. Сюда возят экскурсии. Суфетула — это по факту был древний город, который был построен в 1 веке нашей эры и представлял себя такой важный административный политический центр провинции Африка, одним из центров. И почему он был построен здесь? Во-первых, это контроль над местными племенами, для того, чтобы не было никаких восстаний и тому подобное. И также здесь взращиваются оливки, и на данный момент Тунис является 4-м в мире по поставкам оливок. Друзья, значит, позади меня триумфальная классическая римская арка, которая была построена примерно в конце 3-го, в начале 4 века и посвящена победам и достижениям императора Диоклетиана.
Ее очень хорошо видно, когда вы подъезжаете к городу, и это такое начало города. Здесь нельзя пройти, то есть тут вход закрыт с той стороны. Нужно идти через центральные ворота комплекса, музея, чтобы сюда дойти. Как вы видите, людей практически здесь нет, и можно самому ходить и исследовать места, фотографировать без лишних людей. И посмотрите, насколько она хорошо сохранена и как она классно выглядит. Так, друзья, позади меня находится центральный комплекс. Это центр политической был и духовной жизни. Здесь проявляли и показывали лояльность Риму. 3 храма и с входом, с аркой. Значит, центральный храм — это храм Богу Юпитеру. Также по бокам храм Юноне и Минерве. И, как вы видите, они также очень хорошо сохранились. И на солнце это выглядит просто великолепно. Конечно, я смотрю и налюбоваться не могу. Какие все-таки молодцы были римляне, что такое настроили, такую красоту. И как жаль, что сейчас так уже не строят. И тут, как обычно, обязательно наличие китайской делегации. В принципе, во многих местах, куда я ездил, обычно везде можно встретить китайские группы, даже в достаточно опасных и малодоступных. Посмотрите все-таки, как классно оно сохранилось. Видите, видны вот эти барельефы, всяческие узоры. Посмотрите вот тут на эту комнату большую. То есть все выглядит очень хорошо, несмотря на то, что этому комплексу около 18 веков. Это было место крещения, и вы можете увидеть, что здесь очень много растительного орнамента. И базилика как раз была сооружена позже уже, где-то в 5-6 веках, ну, до прихода сюда ислама и завоевания. Кстати, видите, вот там крест сделан, и также видны орнаменты растительные здесь. К сожалению, подойти прям к ней близко нельзя, но можно ходить вокруг и посмотрите. Также вы можете ходить по мозаике здесь. Вот она ближе. А здесь находится вторая, недалеко, в нескольких метрах. Такая ванночка. Здесь выложены рыбы всяческие, также змеи и растительный орнамент. Посмотрите, какая красота. И вот здесь также разные орнаменты. Это пол в византийской церкви.
Друзья, позади меня находится самая высокая точка Туниса, гора Джебель-эш-Шамби, и она высотой 1544 метра. Но, к сожалению, туда подниматься нельзя, эта зона полностью закрыта. Из-за того, что там действуют всяческие радикальные исламистские группировки, поэтому уже много лет эта зона объявлена военной. И эта гора находится недалеко от города Кассерин, буквально 1-2 километра. Друзья, значит, возле Кассерина также есть римский комплекс. И вот, например, это Римский театр. Я не нашел информации, когда он был построен и тому подобное, но он достаточно тоже хорошо сохранился. И тут есть комплекс нескольких зданий. И когда я сюда заезжал, тут есть парковка, есть человек, не разговаривает по-английски, по-французски разговаривает, по-арабски. Вот, и он мне методом жестикуляции объяснял, что тут и куда идти. И вход, я так понимаю, бесплатный, потому что он у меня не взял денег, но, возможно, он не мог объясниться, хотя, я думаю, тут люди, в принципе, деньги бы взяли, если бы это требовалось. И театр вот так выглядит. Ну и напоследок, здесь находится потрясающий мавзолей, который был возведен во II веке нашей эры Флавием. И он был возведен в честь его отца, который умер. И здесь находится, как вы видите, эпитафий из 110 строк, которые рассказывают, или вернее рассуждают о жизни и смерти и подобных вещах. И выглядит он, конечно, потрясающе и достаточно хорошо сохранился. Друзья, я приехал в город Сиди Бу Саид. Это супер туристическое место, тут всегда много людей. И он особенен тем, что здесь все дома разукрашены в белый и синий цвета. Эта традиция началась в 20 году прошлого века, когда меценат Рудольф Эланже построил свою виллу и раскрасил ее в такие цвета. Ну и, собственно говоря, тут множество ресторанчиков, вот, например, всяких туристических вещей продаются. Вот апельсины растут, или мандарины, апельсины, наверное. И вы можете тут купить любой сувенир на вкус и цвет. Друзья, значит, рядом с этим собором находится Акрополь Карфагенский.
И здесь расположены остатки, скажем так, поселений, которые здесь были, но преимущественно, конечно, вы мало встретите именно следы Карфагена и следы их зданий, потому что Римской империей было практически все уничтожено. И то, что вы видите сейчас, это Рим или Византия, или уже арабский период. И что еще можно добавить? Название этого города, вероятнее всего, звучало как Карт-Хадашт на карфагенском языке и финикийском, если можно сказать. И на французский манер это звучит как Карташ. Но интересно, что под этим собором, который рядом находится, расположено как раз было здание, храм одного из главных богов Карфагена Эшмуна. И, в принципе, все слои этого города, они спрятаны под римскими, хотя фундаменты вы можете встретить этих зданий. И на самом деле в Тунисе очень-очень много мест древних, которые нужно посещать. И на это нужно не один день, чтобы знакомиться с информацией и хотя бы примерно представлять, что это такое. Конечно, мы не будем углубляться в историю, потому что это должны делать профессионалы. Но можно сказать, что тут настолько много слоев разных цивилизаций, что так просто понять, что здесь происходило, не получится. Но единственное, что мы можем сказать, я могу сказать, это то, что государство было полностью уничтожено Римской империей. И такой этнос, если можно сказать, полностью был стерт. И этот этнос полностью растворился среди североафриканских народов, ну и жителей Римской империи. А тут, кстати, вот расположен план, как выглядел Карфаген в пуническую эру, ну, вернее, пунами называли римляне карфагенцев. И написано, чья это реконструкция и основные места. А это как раз у нас пунический квартал небольшой. И также вы можете обнаружить, пройдя чуть дальше, это могила короля Луи IX. И она находится в таком небольшом парке. И удивительно, что она в таком состоянии еще хорошем. Важно уточнить одну вещь. Останков Луи IX здесь нет. Он умер в 1270 году под Тунисом, в лагере крестоносцев во время 8-го крестового похода. Армия была ослаблена тяжелой болезнью, и король не пережил эту кампанию. Почему же тогда могила именно здесь? Потому что после смерти нужно было доставить короля в Европу, а перевозить тело через море в жарком климате было почти невозможно. В средние века для таких случаев существовал особый ритуал, известный как мос Тевтоникус. Тело вскрывали, внутренние органы извлекали и хоронили отдельно, а останки вываривали, чтобы отделить мягкие ткани и оставить очищенные кости. Их уже можно было безопасно везти на родину. В итоге кости Луи IX были погребены во Франции, в королевской усыпальнице Сан-Дени под Парижем, а сердце и внутренности отдельно, на Сицилии, в кафедральном соборе в Монреале рядом с Палермо. Поэтому это место является всего лишь как память о смерти короля.
друзья, тут у нас самая большая мечеть в городе Тунис. Вот она. И рядом она находится с рынком или в центре этого рынка. А также тут вот есть табличка с указанием, что это входит в памятники ЮНЕСКО, Медина Туниса. Так, друзья, значит, я пришел в ресторан. Смотрите, какая здесь красота. И мне поставили отдельно вот такое меню. Я вам напишу снизу название этого ресторана. И он считается одним из лучших ресторанов традиционной тунисской кухни. И мы сейчас будем ее пробовать. Значит, первое, что мне принесли, вот такой брик алёв. Это, получается, традиционное тунисское блюдо, и оно состоит из листового теста, то есть такой тонкий лист теста. Внутри добавляет яйцо, не сваренное, не пожаренное, свежее, и тунец, и там всякие травы. И это все бросают во фритюр. То есть главный смысл, чтобы это яйцо осталось внутри. Ну и второе, у меня вот такая огромная арабская тунисская паста. Вообще тут паста, нут, курица и тому подобное. Значит, сейчас я попробую вам показать. Вот так оно выглядит, посмотрите. Ну, тунец в тесте с яйцом. Как-то так. И посмотрите, вот яйцо, оно еще все-таки желток вытекает отсюда. Тунис оставляет ощущение страны, которая раскрывается слоями. Море и курорты – это только входная точка. А дальше начинается история, медины, руины, дороги вглубь и совершенно другой темп жизни. И именно это делает поездку по-настоящему интересной. Поэтому не ограничивайтесь только отелем. Выделите время на выезды, тогда Тунис запомнится сильнее. Если видео было полезным, подпишитесь на канал, поставьте лайк и обязательно оставьте комментарий. До встречи в новой стране!